Журналистка Ксения Собчак на своем YouTube-канале высмеяла наряд певицы Вики Цыгановой, в котором она пришла на интервью к блогеру Юрию Дудю и иноагенту. «Я, как девушка модная, считаю, что разговоры о тотальной русскости в туфлях Шанель за $1000 – это прямо класс. Ирония высшего уровня. Но главное, те, кто считает, что их взгляды кем-то придуманы и оплачены, жестоко ошибаются. Это абсолютно натуральная и бесплатная шиза. Квасной патриотизм, корневой антисемитизм, и муж в качестве источника информации дают это», – пошутила Собчак. Она также пересказала в ироничной манере теорию Цыгановой о том, что Россия создает для евреев Новый Иерусалим, куда они смогут переселиться. Собчак также высмеяла слова звездной пары о том, что интервью вместо них создала нейросеть. По мнению журналистки, подобного рода объяснения могут иметь вес только в случае с Иосифом Пригожиным, который также говорил, что его разговор с другом поделал искусственный интеллект. При этом Цыганова не стала оставлять выпад телеведущей без внимания, поэтому резко ответила журналистке: «К тебе пойду в лаптях. Вам что в Шанель, что в валенках, все не устраивает. Может, галоши? Окей, жди меня, и мы придем», — съязвила исполнительница песни «Русская водка». Пользователи сети встали на сторону Цыгановой, отметив, что она может ходить, в чем хочет, и валенки носить не обязана. 26 октября на YouTube-канале «Вдудь» вышло интервью с Вадимом и Викой Цыгановыми. В начале беседы журналист поблагодарил интервьюируемых за то, что они стали одними из первых за год, кто согласился побеседовать с Дудем, имея при этом отличные от интервьюера политические взгляды. После скандала с Собчак, российский поэт, музыкальный продюсер Вадим Цыганов, муж известной певицы Вики Цыгановой, опубликовал сообщение в телеграм-канале супруги о том, что к ним в дом якобы пришли с обысками. На опубликованном видео он снимает себя на камеру телефона, двигается по комнатам и взволнованным голосом говорит, что постарается сейчас сделать несколько звонков и просит связаться с администрацией президента. Также он просит кого-то пока не открывать дверь. В сообщении написано: «Орфография сохранена, прошли с обыском. Ищут», — настучала Собчак, помогайте. Номера знаете. Звоните скорее. Пока официального подтверждения информации о том, что какое-либо силовое ведомство проводит обыски в доме Вики Цыгановой, нет. Ранее после выхода интервью Цыганова призналась, что разочарована в Дуде. Она заявила, что была лучшего мнения о журналисте. Цыганова отметила, что расстроена этим интервью. По ее мнению, Дудь выдергивал ненужные факты. Певица предположила, что журналист выполняет чьи-то заказы. Очень примитивный разговор получился, потому что такая сверхзадача читалась: просто охаять Путина, поработать на поле русофобов. Весь разговор был абсолютно в разных аспектах. Мы пытались до Юры достучаться, но человек не открывается, не хотел открываться. Я думаю, что это может быть служение золотому тельцу. Наверное, заказы какие-то, которые он рьяно исполняет, уже затмили всякий здравый смысл в этом человеке. Поэтому я, в общем-то, в расстройстве от беседы. Я думала, что он будет глубже, что он будет интереснее, и не будет толкать вот такую примитивную повестку, отметила Цыганова. Ее супруг тоже раскритиковал интервью. Он подчеркнул, что Дудь пытался спровоцировать их во время разговора. Дудь был расстроен очень. Мы хотели побеседовать о душе, а получилась попса с его стороны. Такое ощущение, что мы разговаривали на разных языках. Думаю, он многое убрал. Ему тяжело давался разговор, он не следил за ним и повторялся. Юрий недооценил нас, поделился продюсер. По словам продюсера, они с супругой преследовали цель достучаться до аудитории журналиста, придерживающейся иной гражданской позиции. Мы знали, куда идем, и не сомневались в принятом решении. Даже если 2-3 человека из этого радужного мейнстрима услышат нас и обратятся к Богу, это уже будет хорошо. Дудь и его аудитория не понимают, что такое свобода, совесть и душа.
Они живут в пространстве, которое стало агрессивным. Насколько будет эффективной попытка достучаться до них, покажет время. Будем надеяться, что кого-то зацепит, заключил муж певицы. Несмотря на эти комментарии, на следующий день после выхода интервью Цыганова написала пост в телеграм-канале, сообщив, что интервью с Дудем сгенерировала нейросеть, поэтому смотреть его не нужно. Люди, не смотрите это. Это все сделала нейросеть, позже узнаете. Это правда не мы, нейросети технологии Deepfake, написала Цыганова. Действительно ли интервью сделано по технологии Deepfake? Продюсер студии Москва Продакшн Булат Фаргиев отметил, что Deepfake легко распознать, так как лицо получается ненатуральным. По его словам, трудно подобрать актера, который будет максимально похож на того, кого необходимо изобразить. Кроме того, сложно накладывать голос. Продюсер сомневается, что Дудь использовал Deepfake. Чтобы сделать любой Deepfake качественно, необходимо, чтобы был актер с похожим овалом лица, с максимально похожими чертами. Чтобы когда накладывали уже реального героя, они совпадали. Плюс нужно голос с помощью нейросетей наложить, снимать на зеленом фоне. Но в любом случае, даже если это очень классный дипфейк, это все равно будет палевно. Может быть, конечно, если Дудь заморочился, как в Голливуде, то он и смог, считает продюсер.